Откровение короля проклятий о том, кем на самом деле ему приходится Итадори Юдзи. Дикая раздраженность Сукуны, а также невероятный натиск главного героя. Сегодня мы узнаем, какие новые приемы и проклятые техники получит Итадори после своего пробуждения. Так что погнали начинать данный разбор. Ну а также напоминаю, что почитать свою любимую манхву Манхва вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки и анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 257 глава манги «Магической битвы». Переводил ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Повествование 257 главы начинается с небольшого флешбека с Сукуной до момента его битвы с Годжо. И как по мне, эти несколько страниц сделали офигенной всю главу, хотя и там творится лютейший эпик. В этом флешбеке Урауме заинтересовалась Итадори и спрашивала у Двуликого, кто он такой. Поскольку хоть она и насмехалась над ним, в моменте ей показалось, что у Юдзи было нечто похожее на Сукуну. Говорят, что в нем была некая необъяснимая сила, отличающаяся от того остатка проклятой энергии, которая осталась после пребывания в ГГ Двуликого. И тут-то и начинается самое интересное. Сукуна заговорил о своем прошлом, рассказав, что у него был брат-близнец. По сути, это та же ситуация, что и с ВЗО и Йоичи из манги «Моя Геройская Академия». Только вот в отличие от Все за одного, который почти поглотил силы своего брата, в итоге оставив его слабым, Рёмин отказался от такой судьбы родиться близнецом и полностью поглотил тело своего брата. Однако его душа каким-то образом попала в руки Киндзяку, который затем сотворил Итадори, став его матерью. А точнее, это все стало возможно благодаря отцу главного героя Джину Итадори. Ну а кто же мог стать совершенным сосудом для короля проклятий, как не его брат-близнец, а вернее его потомок. И получается, хоть Юдзи и не является прямым братом Рёмина, то пройдя через множество циклов, главный герой стал реинкарнацией брата-близнеца Сукуны. После этих слов Урауме задала закономерный вопрос. Получается, что Итадори обладает тем же врожденным талантом, что и сам король проклятий. И с такой новостью теперь становится понятно, почему главный герой так быстро учится и почему он так же, как и Двуликий, свободно использует несколько черных молний подряд. Кстати, о их родстве мой друг Селебрикал еще 6 месяцев назад выпустил очень интересную теорию, и по сути он оказался прав. Так что если кто еще не видел, можете глянуть, ссылочку я оставлю в описании. Переносясь в настоящее, мы видим, как после сокрушительного удара ГГ эти двое стоят друг напротив друга, ожидая следующего хода оппонента. Сукуна начинает атаковать первым, однако Итадори блокирует его удар и тут же атакует его второй черной молнией прямо в торс. Противник пытается использовать это положение и, схватив ГГ за руку, намеревался ее сломать, но главный герой вырывается из его захвата и наносит еще один удар черной вспышкой. Затем Итадори, увеличивая дистанцию, хватается за колонну и демонстрирует свою новую проклятую технику. Он нарезает это сооружение и швыряет его прямо в противника. И да, ребятки, Юдзи только что применил ту же технику разреза, что и Сукуна, только ее несовершенную версию, так как место, где будет совершен разрез, видны, в отличие от Двуликого. Со слов рассказчика нам становится известно, что в главном герое сейчас сокрыто две проклятые техники. Манипуляция кровью, благодаря его родству с картинами смерти, и новая, которая была выявлена от пробуждения после использования той самой огромной черной молнии. По словам рассказчика, Итадори Юдзи может использовать демоническую гробницу из-за того, что ГГ был сосудом Сукуны. Пока совсем непонятно, является ли это жирным намеком на будущее расширение территории Итадори, похожее на демоническую гробницу, так как в этой главе нам стало известно, что он обладает некими духовными родственными связями с королем проклятий. Либо же это относится к разрезам, которые свободно может кастовать Сукуна в своей территории, поскольку ГГ использует пока только их. Вот только как бы то ни было, Рёмин, мягко говоря, был уже в шоке, и его немного разочаровывало то, что он также может использовать разрезы. Но на этом Двуликий не собирался останавливаться. Ударом ноги он разрушает летящую в него колонну, и тем самым эти же осколки запускает в сторону Юдзи. Однако тот пробивается сквозь осколки и хватает противника за левую ногу. Рёмин сразу же замечает, что оппонент хочет использовать разрезы, тем самым лишь
лишив его еще одной конечности. И дабы не допустить этого, Сукуна на опережение атакует своими разрезами прямо в лицо Итадори. Но даже это не останавливает главного героя, после чего, подобравшись к противнику, он атакует еще одной черной молнией. Двуликий разочарован, это была действительно его техника разреза, просто из-за новой эпохи она немного видоизменилась, а из-за того, что ГГ только научился ее применять, эффективность данной техники довольно низкая. По его словам, Сукуне сейчас гораздо больше проблем доставляют черные вспышки, которыми оппонент швыряет направо и налево. Также был показан мимолетный флешбэк с Ина, который спрашивал Годжи, Сёко и Иджики, можно ли ему использовать проклятое оружие на Нами. Ведь ему казалось, что он совсем недостоин его, поскольку не так хорошо был знаком с Кента. Однако остальные только удивились его просьбе, ведь в последнее время только Ина больше всего проводил с ним времени. Поэтому сейчас Ина мог без угрызения совести вступить в бой с новым орудием. Находясь вне поля зрения противника, Ина призывает дракона и атакует им короля проклятий. Но хоть кто-то и заметил это в самый последний момент, Рёмин вырывается из-под его давления, нашинковав дракона разрезами. Вот только данная атака была лишь отвлекающим маневром, поскольку Ина хотел атаковать его проклятым оружием 7 к 3. Однако Сукуна опережает противника и, прижав клинок ногой, не позволил ему атаковать. Но не забываем про Юдзи, который в этот момент заходит двуликому за спину и наносит еще один удар черной молнии. Такое нахальство поражало короля проклятий. Его начинало бесить то, что ГГ атакует черными вспышками несколько раз подряд, как ни в чем не бывало. А сам факт того, что Итадори сейчас противостоит ему на равных, было для него просто омерзительно. Поэтому, оказавшись в другой локации, он преждевременно разрушает пол, создав дымовую завесу из пыли, и стремительно ринулся атаковать оппонента, нанося как физический урон, так и урон разрезами. Однако Юдзи, несмотря на хитрость противника, все равно отбивает Рёмина в стену. Двуликий уже был не просто шокирован, он сбит с толку, ибо после шквала его двойных атак Итадори даже не дрогнул и продолжил щемить, нанося еще один удар черной молнии. Сукуна понимал, что дела его были плохи, поэтому пока Юдзи был на расстоянии вытянутой руки, он расщепил разрезами половину его лица. Но даже это не остановило главного героя, после чего он вновь бьет черной вспышкой. Тут уже король проклятий был просто в ярости, ибо как он посмел, кто-то вроде него смог считать, что он сможет сражаться с ним на равных. Вот только внезапно, во время его крика, в него прилетел клинок Ина, который бросил свое оружие из последних сил, даже не нанеся особого урона. Однако это мгновение позволило Итадори подготовиться и, зайдя за спину, атаковать Сукуну еще одной черной молнией. Не, ну ребятки, эта глава была просто невероятной. Нам раскрыли родословную Итадори и его связь с Сукуной. Главный герой в общей сложности использовал за эту главу 8 черных молний подряд. И не забываем про ту мега черную вспышку в предыдущей главе. И тут уж получается, Сукуна переобувается, ведь буквально 10 глав назад Юдзи был для него скучным противником. А сегодня Двуликий был буквально в ярости от того, что главный герой непрерывно дубасил его черными молниями. Еще и проклятую технику разреза смог освоить, хотя она сейчас и не идеальна. С такими темпами роста Итадори тут и возвращение Годжи не понадобится. Но все же мне очень интересно, что там шаманы делают с его телом, ибо даже если это будет безуспешный процесс, я думаю, это будет очень интересно. А также это может подтвердить, либо же разрушить надежды и догадки фанатов. Теперь же насчет Двуликого. Как мы видим, он все знал про Юдзи, но так и не прихлопнул его заранее, а ведь это бы избавило Сукуну от страданий в нынешней главе. И теперь он сполна получает от того, в ком раньше он даже и не видел противника. А ведь удары Итадори не просто понижали выброс его проклятой энергии, запас которой явно еще уменьшился, так и еще главный герой способен нарушать контроль Рёмина над телом Мегуми. И в такой уж ситуации ему как-никак нужно использовать козырь, о котором говорила Ураума. А то гляди, там скоро очнется Маки, и это еще больше даст маневров ГГ, чтобы поразить Сукуну черными молниями. К тому же опять-таки шаманы что-то делают с телами Годжа, Кусакабе и Юты, двое из которых вероятно точно живы. И в таком случае, возможно, Юта, а может быть даже и Годжа, кто его знает, возможно, вернутся в бой. Так что мне действительно кажется, что дальше Двуликому не стоит отлаживать припрятанное, иначе его так просто и сольют. В целом, каковы ваши будут предположения насчет того, как Сукуна сможет выкрутиться из этой ситуации? Использует ли он свой козырь, о котором говорила Ураума, или провернет что-нибудь еще? Будет интересно прочитать ваши мысли. Ну а пока нам остается только ожидать следующую главу. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org.
А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.